Мелвилл Дэвисон Пост. Секретная служба Уокера. Глава 10. Вдохновение. Услышит ли хоть один Бобби ее крик к северу от Замбези? В комнате находились двое. Это была небольшая комната с видом на Сент-Джеймский парк, примыкавшая к библиотеке огромного лондонского особняка. Она предназначалась для уединения тех, кто хотел выйти из библиотеки, чтобы не торопясь изучить какую-нибудь книгу или сделать заметки. Здесь стояли стол, два удобных кресла и висела картина, пожалуй, слишком большая для этой комнаты. На ней был изображен поединок чести на заснеженной дороге позади французской колонны, по всей видимости, наполеоновской армии в России. Разговор между лордом Дональдом Мьюром и Уокером, сотрудником американской секретной службы, уже вышел из начальной стадии. Юноша, сидевший в одном из глубоких кресел, был типичным представителем английской аристократии. Совсем еще мальчик, он уже обладал некоторой сдержанностью, почти надменным самообладанием, свойственным его кругу. Однако эта дисциплина не сковывала его полностью, сквозь нее то и дело прорывался накал чувств. Это проявлялось время от времени в отдельном слове, в интонации голоса, в жесте. Он сидел в кресле очень прямо, в безупречно скроенном вечернем костюме. Его перчатки были смяты и зажаты в крепкой ладони, которая не могла оставаться неподвижной из-за бушевавших в нем эмоций. Это был очень красивый парень с одной поразительной чертой. Его брови были прямыми и темными, тогда как выгоревшие на солнце волосы отливали соломенным цветом. Из-за этого его голубые глаза всегда сохраняли какое-то напряженное выражение. Уокер прибыл в Лондон для совещания с американским послом по делу о подделке паспортов и остался в качестве гостя на балу в посольстве. И когда посол попросил его выслушать юношу и по возможности помочь ему, он прошел вместе с лордом Дональдом Мьюром в эту маленькую комнату за большой библиотекой. Посол уже ввел его в курс дела. Он изложил каждую деталь. Мать девушки была американкой, она вышла замуж за графа Рексфорда. Сейчас ее уже не было в живых. Рексфорд тоже умер, и вот возникла эта дилемма. Уокер знал каждого из участников этой драмы, особенно сэра Генри Дёркума, который служил в английском министерстве иностранных дел и одно время был прикомандирован к посольству в Вашингтоне. Сейчас Уокер стоял у окна, всматриваясь в окутавшую Лондон ночь. Юноша продолжал говорить. Разве он не имеет права увести ее куда угодно, куда ему вздумается? Агент секретной службы сделал легкое движение рукой, словно отвергая эту мысль. Жест был неосознанным. Мужчина размышлял над тем, что только что сказал ему лорд Дональд Мьюр. Полагаю, он имеет право увести ее куда угодно, при условии, что остается в рамках британского законодательства. Разумеется, отозвался юноша. Дёркум — хитрая тварь. Он не нарушит законов Англии. Уокер слегка повернулся, его лицо четко обрисовалось на фоне черного квадрата ночи в оконной раме. «Тогда почему вы так этого боитесь?» — спросил он. В голосе лорда Мьюра внезапно прорвалась яростная энергия. «Все это прекрасно в теории», — сказал он, но на деле все совершенно иначе. Английский закон действует в Южной Африке, такова теория. Очень красивая теория, которой наспичкали в Хилле. Великая империя обеспечивает точно такую же защиту своему подданному в самой отдаленной точке своих владений, какую она предоставляет ему в самой столице. Это примерно так, как я помню. Красивая теория. «Это великолепная теория», — ответил сотрудник секретной службы, и Англия всегда стремилась ее поддерживать. Лорд Мьюр закрутил перчатки, его загорелые руки крепко сжали их.
Но Англия не может ее поддержать, именно это я и имею в виду. Какую защиту может дать ей закон Англии в северо-западной Родезии? Закон Англии будет действовать там в теории, но на деле там будет действовать проклятая воля Дёркума. Он вдруг сжал перчатки обеими руками, словно собирался разорвать их. Будет ли там хоть один Бобби, чтобы услышать ее крик? От избытка чувств он подался вперед. И какой она вернется оттуда? А она не вернется, пока Дёркум не будет готов. Я скажу вам, какой она будет такой, какой ее захочет видеть Дёркум. Он посмотрел на агента секретной службы, его лицо покрылось испариной. Затем он продолжил. Как вы думаете, поможет ли ей тогда этот прекрасный английский закон? Уокер сделал пару шагов от окна. Он посмотрел на юношу сверху вниз. Его лицо было спокойным, с тем едва уловимым выражением, которое оно всегда принимало, когда его интерес бывал глубоко задет. «У сэра Генри Дёркума, — произнес он, — должны быть хоть какие-то понятия о чести джентльмена». «Если у него и есть какие-то понятия о чести, — с внезапной яростью ответил юноша, — то до сих пор он их тщательно скрывал. Лондон не знает этого человека. Я навел о нем справки. В Гонконге он вел себя непотребно. Ни один представитель английской колонии не пришел к кораблю, чтобы проводить его, хотя он и представлял империю. Но он хитрая тварь, к нему не подберешься. Я хотел, чтобы мой адвокат оспорил его утверждение в качестве опекуна, но тот сказал, что я не являюсь заинтересованной стороной. Голос юноши дрожал от крайнего напряжения. Поразительно, почему закон всегда так беспомощен в по-настоящему важных делах? Я бы скорее предпочел, чтобы она отправилась к черту, чем к Дёркуму. У черта хотя бы честная репутация того, кто он есть, а Дёркум в Лондоне тщательно выстроил себе репутацию того, кем он не является. Исследователь с тем самым спортивным азартом, который так дорог англичанам, и джентльмен. А на самом деле он проходимец, вор, когда дело доходит до присвоения научных данных, и выскочка. Но он не дурак, и именно это делает его чертовски опасным. Он невероятно умен. Уокер оставался на месте, глядя сверху вниз на сидевшего в кресле человека, лицо его сохраняло бесстрастное спокойствие. Дилемма лорда Дональда Мьюра произвела на него глубокое впечатление. «Это дело меня очень озадачивает», — сказал он. «Не могу утверждать, что доверяю Дёркуму, но могу сказать, что у меня нет причин ему не доверять». Как сообщил мне американский посол, Дёркум повел себя крайне деликатно. Имущество, которое девушка наследует от матери, находится в Америке. Он не предпринял никаких попыток установить над ним контроль. Более того, он уведомил посла, что был бы рад, если бы попечители имущества ее матери продолжали управлять этой собственностью до тех пор, пока девушка не достигнет совершеннолетия. Это не похоже на поведение человека, замышляющего недоброе. Он вполне мог по законам Англии добиться продажи этого имущества в Америке и передачи средств под свою опеку, но он выбирает другой путь. Это как-то не совсем вяжется с вашей оценкой этого человека. В ответе лорда Мьюра послышались нотки горького смеха. Это как раз полностью соответствует моей оценке. Этому животному нужна сама девушка. Когда он получит ее, он получит вместе с ней и все остальное. К чему спешить? Когда Дёркум достаточно сломит ее, ему достанется и все остальное. Он прекрасно знает, что делает. Юноша порывисто поднялся с кресла. «И я не могу остановить его», — сказал он, — «если только не пойду и не убью его».
Но эта тварь слишком умна, чтобы ее можно было убить иначе, как самым гнусным способом. Дуэли ушли в прошлое вместе с кружевными камзолами, насмехается он надо мной своими маленькими рептилийными глазками под тяжелыми веками. Потерпи немного, мой мальчик. Я ничего не имею против тебя, если ты нравишься моей подопечной. Но тебе придется немного подождать, она еще совсем молода. Быть молодым и порывистым — это прекрасно, но это сильно осложняет жизнь опекуну. Вот что он говорит. И я знаю, о чем он думает, и знаю, что он собирается сделать. Агент секретной службы перебил его. Что именно? Как раз то, о чем я говорил вам минуту назад, ответил лорд Мьюр. Он уже строит планы. Она ведь очень хочет побывать в каком-нибудь глухом уголке земли. Девушку легко увлечь, особенно когда перед глазами стоит великая легенда о ее отце. Он сделает именно то, о чем я сказал, увезет ее в Южную Африку. Он заговорил с внезапной, отчаянной энергией. Закон не может его остановить, но должно же что-то существовать. И именно поэтому я пришел к вам, сэр, добавил он. Ко мне? Спросил Уокер. Потому что вы верите в провидение? Да, сэр, продолжил юноша, именно по этой причине я и пришел к вам. Конечно, у американского посла есть рычаги давления на Дёркума из-за этого американского имущества, но я рассчитывал вовсе не на это. Мой дядя, когда возглавлял отдел уголовного розыска в Скотленд-Ярде, всегда говорил, если нам нужно было распутать какое-то сложное дело вместе с Америкой, мы сможем во всем разобраться, если капитан Уокер явится со своим очередным божественным озарением. Что ж, сэр, я пришел к вам как раз за таким озарением. Уокер тихо рассмеялся. Эта репутация была, пожалуй, его главным достоянием, своего рода интуиция, возникавшая на определенных, самых запутанных этапах дела, внезапное и быстрое осознание какой-то важной, но до сих пор незамеченной детали. Уокер продолжал улыбаться. Молодой человек смотрел на него с напряженным, серьезным выражением лица. «Посетит ли вас одно из таких озарений, капитан Уокер?» Агент секретной службы принялся ходить по комнате. Его беспокоило, что лорд Дональд Мьюр обратился к нему с этим делом. Это было не то, в чем ему следовало принимать хоть какое-то участие. Если не считать вежливого обсуждения по просьбе американского посла, он не понимал, каким образом может иметь к этому отношение. К тому же его задевало, что этот юноша пришел, полагаясь на ту сторону его детективной славы, которую сам он считал нелепой. В Скотленд-Ярде его способность мгновенно проникать в суть сложных дел называли божественными озарениями шефа американской секретной службы, и далеко не всегда это звучало как комплимент. Это раздражало его. Но он улыбнулся сидевшему в кресле юноше, той самой едва уловимой, безмятежной улыбкой, которой он был знаменит. «Я не знаю, чем могу помочь вам, дорогой лорд Мьюр», — сказал он, «но я буду готов принять любое озарение, если оно снизойдет. Пойдемте вниз». Они вышли из маленькой комнаты в огромную библиотеку. Это был длинный, просторный зал, и двери в него были закрыты. Пока они шли через него, снизу доносились звуки музыки и многоголосый гул человеческих голосов, напоминавший жужжание далекого пчелиного улья. Уокер открыл дверь, и они тут же оказались над бескрайним морем нарядных, блистательных человеческих фигур. Внизу шумел многолюдный бал в посольстве. Блеск драгоценностей, вечерние платья дам, яркие цвета мундиров придавали происходящему вид почти варварской сатурналии. Плотная толпа выплескивалась даже на бронзовую лестницу.
Лорд Мьюр вошел в огромную толпу и тут же затерялся в ней, высматривая ту, о которой так сильно пёкся. Шеф американской секретной службы медленно спускался по лестнице, ведя рукой по махагоновому поручню. Под пешеходной зоной лестницы тянулся великолепный фриз. Лесная нимфа, запутавшись в цветущей лозе, спасалась бегством от преследовавших ее сатиров. Уокер был встревожен гораздо сильнее, чем готов был признать. Эта девушка была дочерью той самой очаровательной американки, которая вышла замуж за графа Рексфорда. Капитан Уокер не питал особой симпатии к графу Рексфорду, тот был слишком уж типичным англичанином, следовавшим условностям, которые казались немного устаревшими для современности. И все же в какой-то мере Уокер был вынужден им восхищаться. Пока другие мужчины растрачивали свои состояния на лондонские развлечения, этот человек тратил все, что мог достать, на исследовательские цели, снаряжая экспедиции для открытия неизведанных уголков Земли. И он отправлялся вместе с ними, стойко перенося все лишения и опасности. Он погиб во время своего самого грандиозного предприятия. Вся экспедиция сгинула на одном из продуваемых всеми ветрами плато Антарктиды. Именно Дёркум отправился на его поиски и нашел его замерзшим насмерть. Замерзли даже собаки, в одну из тех страшных температурных аномалий, которые порой обрушиваются вместе с колоссальной снежной бурей на это открытое ветрам плато. Судя по отчету Дёркума, он едва успел застать Рексфорда живым. Экспедиция, очевидно, держалась против бурана много дней. Граф Рексфорд ушел последним. В снежной хижине, на походном брезентовом столе, лежал его полностью заполненный дневник. Рядом с ним, на чистом листе, были набросаны 12 абзацев, в которых он распорядился назначить Дёркума опекуном своей несовершеннолетней дочери с правом распоряжения всем его имуществом. Агент секретной службы прокручивал все это в голове, пока спускался вниз под звонкий смех и ропот голосов, сливавшихся внизу в сплошной водоворот шума. Он вспомнил некоторые детали, всплывшие во время официальной процедуры назначения Дёркума опекуном после его возвращения. Юрист или кто-то из официальных лиц тогда осмелился выразить сомнение по поводу почерка на странице рядом с последней записью в дневнике. Однако ему доказали, что почерк на бесчисленных страницах дневника менялся в зависимости от холода или физического состояния автора в тот момент. Люди из экспедиции Дёркума, лица, чья честность не вызывала никаких сомнений, вошли в снежную хижину, где обнаружили графа Рексфорда всего через несколько минут после самого Дёркума. И они сразу же, по указанию Дёркума, поставили свои подписи внизу страницы. Подлинность дневника была установлена незамедлительно. Его не могли изменить позже. Было также доказано, что эти подписи, оставленные на жутком морозе окоченевшими пальцами, отличались от обычных подписей тех же людей, когда они вернулись в привычную жизненную среду. На самом деле никто не смог бы определить, кто именно поставил эти подписи, если бы люди, расписавшиеся в тот день по указанию Дёркума в снежной хижине на брезентовом столе, не присутствовали в Англии для подтверждения этого факта. Дневник, чернила, перо — все это находилось там, на брезентовом столе, и эти люди своими подписями окончательно и бесповоротно подтвердили подлинность документа. В этот момент мимо шефа американской секретной службы прошел высокий мужчина с высокопоставленным орденом на груди. «Сэр», — обратился он к нему, — «не снизойдет ли на вас божественное озарение по поводу наших убийств в Гайд-парке?» Уокер улыбнулся. «Это моя единственная надежда», — ответил он, споря с превосходящим интеллектом Скотланд-Ярда. И он пошел дальше. Этот случай его раздосадовал. Неужели он никогда не избавится от этих нелепых притязаний на его проницательность?
Когда он вошел в толпу, бурлившую у подножия лестницы, ему удалось разглядеть сэра Генри Дёркума и девушку в водовороте гостей чуть дальше того места, где изгибалась массивная опорная тумба перил. Крупные плечи Дёркума бросались в глаза везде. Это был массивный англичанин с широким лицом восточного типа, побагровевшим от хорошего питания, и маленькими рептилийными глазками под тяжелыми веками, которые почти полностью их скрывали. У этого человека была привычка приподнимать голову, когда его что-то сильно интересовало, словно для того, чтобы получше разглядеть объект без лишних усилий или риска полностью поднять веки. Девушка, стоявшая перед ним, находилась в самом расцвете великолепного очарования юности. Ее темные волосы, благодаря какому-то изящному искусству парикмахера, были приподняты, создавая прекрасное мягкое обрамление для лица. Это удивительно выгодно подчеркивало ее темные глаза и нежную кожу. Она была словно едва распустившийся бутон и казалась необычайно прелестной. Но в ней крылась не только физическая красота, в ней чувствовалось обаяние неопытности, шарм любящей приключения юности, которая ни в чем не сомневается, подобно истинному милосердию, всему верит. Это была та самая неопытность, что с веселой готовностью пускается в любую авантюру ради того, что ее прекрасное воображение рисует как сказочный мир. Агент секретной службы заметил выражение, затаившееся на грубом лице Дёркума, и сразу понял, что оно означает. Услышал он и фразу, которую тот произносил. «Вам не помешает немного отдохнуть от всей этой искусственности. Неужели я уже так скоро стала выглядеть утомленной, сэр Генри?» Рассмеялась девушка. Его взгляд скользнул по ней. Голова Дёркума была откинута назад, а из-под тяжелых век струилось ленивое выражение, напоминавшее физическую ласку. Нет», — ответил он. «Но вы наверняка унаследовали от отца интерес к неизведанным уголкам Земли. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы отправиться со мной на поиски затерянной реки?» «Я бы сочла это за счастье», — отозвалась она. «А где находится ваша затерянная река, сэр Генри?» Он огляделся по сторонам. «Давайте найдем где-нибудь место, чтобы присесть», — предложил он, — «и я покажу вам карту». Они выбрались из толпы, пересекли длинный зал, идущий параллельно Сент-Джеймскому парку, и вошли в оранжерею. Уокер следовал за ними. Слова Дёркума задели его почти так же резко, как удар. Это было прямое подтверждение опасений лорда Дональда Мьюра. «Если любовь и слепа, — подумал Уокер, — то она определенно обладает интуицией святых». План Дёркума, который сам Уокер считал умозрительным и маловероятным, оказался практическим шагом, который уже притворялся в жизнь. Шеф американской секретной службы прошел дальше в оранжерею сквозь группы веселой публики, порхавшей повсюду, словно великолепные бабочки, вырвавшиеся из общей массы. Он остановился возле огромной вазы с японскими хризантемами необычного оттенка, пышными, точно копна волос на гигантском стебле. Цветы полностью скрыли его, и он замер. Он зашел в оранжерею и встал за этой охапкой цветов, вовсе не по какому-то четкому плану. Его застигло врасплох и потрясло столь стремительное подтверждение страхов юноши, и он хотел все обдумать. Дело было не в том, что он шел по пятам, желая подслушать слова Дёркума, подробности его речей теперь не имели значения. Важно было только намерение этого человека, а оно больше не требовало никаких пояснений. Уокер ощутил внезапную и отчаянную тревогу. Эта прелестная и неопытная девушка находилась в полной власти Дёркума. Как ее опекун, он обладал исключительным правом контроля над ней, и, учитывая изворотливость этого господина, он непременно добьется своего. Английский закон, передав девушку под его надзор, не станет разбираться с намерениями,
подлинность которых невозможно доказать. Закон обратит внимание лишь на открытое правонарушение, но к тому моменту, когда Дёркум решится на него, он уже окажется вне зоны досягаемости королевского правосудия. Уокер чувствовал, что ему нужно время на размышление, и потому замер на месте, не имея четкого плана. Но по воле случая он остановился именно там, где залег бы и при осознанном намерении расслышать каждое слово, которое собирался произнести Дёркум. Сэр Генри и девушка находились совсем рядом с ним, прямо за живой ширмой из цветов, на скамье у окна. Их слова, хоть и произносились вполголоса, долетали до него совершенно отчетливо. И в своих смутных размышлениях Уокер ясно видел, с каким мастерством Дёркум воплощает свой замысел. Этот человек умело вплетал в свой рассказ очарование загадочных земель. Он искусно будоражил воображение девушки, призывая на помощь ее интерес к приключениям отца, и превращал задуманную им поездку в какое-то чудесное путешествие. В этой авантюре было все, и захватывающий дух трепет, и яркие краски. Уокер почти воочию видел, как палец Дёркума скользит по карте. Впрочем, карта была лишь декорацией в устроенном им спектакле. Он не объяснял в точности, где именно протекает эта река и как до нее добраться. Но в какой-то погожий золотистый день они сойдут на берег в морском порту, соберут причудливую компанию и отправятся в неизведанные края, напоминающие зачарованный лес или заброшенные земли из какой-нибудь сказки. И они отправятся туда скоро, прямо этим летом, как только лондонский сезон немного затихнет. Дёркум уже начинал называть конкретные даты. Уокер не видел его, но знал, что огрызок карандаша движется по карте, а Пекун все устроит сам. Судя по тем немногим словам девушки, что долетали до него сквозь японские хризантемы, она была очарована. Бабочка, запутавшаяся в иллюзиях, она была готова ехать и поедет. И благодаря своему ясному взгляду, который не привык спотыкаться о мелкие детали, шеф американской секретной службы понимал, что это невозможно предотвратить. Вмешаться в право опекуна в английском суде можно было только при наличии доказанного злого умысла. Но умысел должен опираться на улики, а улик не было. Никто бы даже не узнал, что подобное замышляется. С невероятной ловкостью Дёркум вовлек девушку в заговор молчания. Они обо всем договорятся, будут держать свои планы в секрете и уедут. Это будет окутано тайной и манящим очарованием сказочного приключения. Уокер услышал, как они обменялись обещанием хранить секрет, и понял, что они собираются уходить. В то же время, глядя в другой конец длинного зала по направлению гостиной, он заметил лорда Дональда Мьюра, который продолжал свои поиски. Юноша окажется здесь с минуты на минуту. Все трое встретятся прямо тут, чуть дальше того места, где он прятался за хризантемами. Дёркум и девушка уже почти поравнялись с ним. Что же ему делать? Нужно было что-то предпринять. Наш мир за своим суровым и безразличным фасадом должен же управляться каким-то великим и милосердным порывом. Все жизненные процессы не могут быть отданы на откуп слепому физическому фатализму, бездумным законам или необратимому течению судьбы. Должно же быть во Вселенной нечто, способное противостоять порочным человеческим замыслам и этому равнодушию природы. И вдруг, словно вспышка озарения, перед Уокером предстало то, что произошло в снежной хижине Рексфорда на антарктическом плато в те 20 минут, когда Дёркум находился там один, до того, как подоспели остальные члены экспедиции. Он увидел все так четко, словно сам присутствовал при этом. Он окликнул лорда Дональда Мьюра и сделал шаг навстречу Дёркуму и девушке. «Сэр Генри», — произнес он, — «не отпустите ли вы этих молодых людей на танец, чтобы уделить мне минуту для прогулки?»
Дёркум поднял свое крупное лицо восточного типа, глядя из-под тяжелых век. Он прикоснулся губами к кончикам пальцев девушки и кивнул Мьюру. «Из вас выйдет блистательная пара», — сказал он. «Я с большим удовольствием полюбуюсь на вас». А затем он повернулся к шефу американской секретной службы. Уокер», — промолвил он, — «я не видел вас со времен нашей давней службы в Вашингтоне». Шеф американской секретной службы взял Дёркума под руку и увлек за собой по залу с такой непринужденностью, словно был его закадычным другом на протяжении всей жизни. «Друг мой», — сказал он, — «я хочу попросить вас отказаться от опекунства и отправиться в свою экспедицию в одиночку». Дёркум резко остановился, все его тело напряглось. «Вы подслушали нас?» — выдохнул он. Уокер улыбнулся и сделал едва заметный жест рукой. «Это одна из привилегий секретной службы», — ответил он. «Вы исполните мою просьбу, сэр Генри». «Вашу просьбу?» Голос Дёркума сорвался почти на заикание. «Чтобы я ее исполнил?» Шеф американской секретной службы крепче сжал его локоть. «Идемте со мной», — негромко произнес он, — «на нас могут обратить внимание». «Да, мой друг, вы ее исполните». «И с какой стати, позвольте узнать, я должен ее исполнять?» — спросил изумленный Дёркум. «Вы исполните ее», — ответил Уокер, «потому что вам очень не захочется отвечать в английском суде, в английском уголовном суде, на один вопрос, который только что пришел мне в голову». Шеф американской секретной службы тихо рассмеялся, заметив, что на них смотрят двое дипломатов из Европейского посольства. Затем он продолжил. «Как же так получилось, сэр Генри, что в то утро, когда вы наткнулись на лагерь экспедиции лорда Рексфорда на антарктическом плато и вошли в его снежную хижину примерно на 20 минут раньше остальных спутников, при той жуткой температуре, при смертельном антарктическом морозе, когда вы обнаружили все вокруг обледеневшим, и провизию, и саму ртуть в термометре, и тело погибших? Как же так получилось, сэр Генри?» И его ладонь скользнула по рукаву Дёркума, точно успокаивающее поглаживание. «Как же так получилось, что чернила на брезентовом столе не замерзли?» Мелвилл Дэвисон Пост. Уокер из секретной службы. Глава 11. Девушка на снимке. Я шел навстречу этому человеку с упоительным чувством победы. Секретная служба Соединенных Штатов Америки искала его по всему миру. Он скрывался очень долго. Но стоило мне его увидеть, как все мое торжество мгновенно улетучилось. Он сидел в огромном кресле на длинной террасе, откуда открывался вид на широкую лужайку и темную, стремительную реку. Все это время он находился у нас под самым носом. Мы думали о любом другом месте на земле, кроме английской загородной усадьбы в одном прыжке от Лондона. А он сидел здесь, окруженный всеми мыслимыми удобствами, какие только можно купить за деньги. Когда меня вывели к нему, он даже не поднялся. Он откинулся на спинку кресла, приподнял свое тяжелое лицо и расхохотался. «Ну надо же», — произнес он. «Значит, вы все-таки выведали это у нее». Мне стоило больших усилий удерживать голос на одной ноте, настолько изящно и просто этот человек ускользал от нас после всех долгих поисков. К тому же я совершенно не понимал, что имеет в виду этот огромный детина. Накануне вечером кто-то позвонил в Скотленд-Ярд и сообщил, что наш беглец находится именно здесь. Английская секретная служба оказывала нам всю возможную помощь. Звонок, сделанный из какого-то магазина на Риджент-стрит, отследить не удалось, значит, это была женщина. Я ответил так, словно был посвящен в его тайну.
Она знала, что вы в безопасности. Он снова рассмеялся. Еще бы ей не знать. Он указал на кресло в нескольких футах от себя, по другую сторону стола. «Садитесь», — сказал он. «Я хочу поговорить о ней. Именно ради этого я и хотел, чтобы вы приехали». Он опять хохотнул. «Вы-то, небось, думали, что сами вышли на мой след, а? Чёрта с два. Это я велел ей просветить вас. Мне хотелось прояснить кое-какие вещи, прежде чем я протяну ноги. Но это была чистая ложь. На самом деле мне просто нужен был слушатель, пока я буду говорить о ней. Садитесь». Довольно странное вступление. Но эта загадка не давала покоя абсолютно всем, и я был готов выслушать все, что он собирался рассказать. Я занял кресло напротив. Он резко подался вперед, его жест был напряженным. «Она — сущий ангел», — выдохнул он. Я понятия не имею, зачем Господу Всемогущему понадобилось впутывать ее в эту игру с той бандой жуликов, которой он доверил управлять миром, если только он не рассчитывал на меня. Смех перерос в какое-то хриплое урчание в его массивном горле. «Ну разве она не сущий ангел?» Он стремительно выхватил из кармана потертую фотографию и протянул ее мне через стол. Это был снимок девушки, на котором прямо по лицу шла узкая прорезанная щель. Фотографировали с картины, это было заметно по плоской поверхности холста. Но даже на испорченном снимке угадывался удивительный, прекрасный фон и невыразимое очарование в самой позе девушки. «Лицо вырезал я», — добавил он, «чтобы ее не впутали в это дело, если вы меня сцапаете. Ваш ненаглядный Уэстридж, должно быть, исходил кровавыми слезами, когда потерял ее». Он снова задел меня за живое в самый неожиданный момент. Вскоре после тех событий лорд Уэстридж вернулся в Англию. До этого он навещал каких-то богатых американцев, и ходили слухи, будто с ним приключилась скверная история. Никаких точных сведений до меня так и не дошло, а сам этот господин мне слишком не нравился, чтобы я стал расспрашивать. В нем текла кровь его предка, юриста из Глазго, из тех, что за 1 шиллинг готовы удавиться. Но я снова ответил так, будто разделял его секрет. Что произошло с Уэстриджем? Мужчина завозился в своем кресле. «Друг мой», — произнес он, — «у вас светлая голова, иначе вы не стали бы директором секретной службы Соединенных Штатов Америки. А теперь ответьте мне на вопрос, какая главная идея в христианской церкви?» «Не знаю», — честно ответил я. «А вот я знаю», — продолжил он. «Это идея о том, что каждый в итоге получит по заслугам». Он посмотрел на меня с тяжелой, циничной усмешкой. «Вот именно это и случилось с вашим драгоценным Уэстриджем. И когда вы увидите его в следующий раз, его ждет еще один удар. Он будет проклинать тот день, когда вы меня нашли». Сам он ни на одном этапе не мог заговорить или пожаловаться, но, бьюсь об заклад, он лично позаботился о том, чтобы Скотланд-Ярд ни на минуту не забывал обо мне. И в этот миг еще один эпизод долгих поисков человека, сидевшего передо мной, открылся мне совершенно иной стороны. Банк Блэкэйкер с неослабевающим рвением подстегивал наши поиски, прикрываясь заботой об общественном благе. Теперь я понял, это была денежная шкатулка Уэстриджа, и за всей этой историей маячила фигура самого Уэстриджа. Он с любопытством поглядел на меня, выдержав короткую паузу. «Так он постоянно подкидывал вам зацепки, да?» Что ж, она заблокировала ему этот путь, даже если сама того не понимала. В его голосе внезапно прорежалась былая энергия.
И если бы меня не свалила эта зараза, я бы избавил ее от лишних хлопот. Я бы водил вас за нос и крутил вами, как хотел. Он приподнялся в кресле, опираясь сильными руками на широкие подлокотники. И тут я еще отчетливее осознал, какой физической развалиной он был, нижняя часть его тела оставалась абсолютно неподвижной. «Я хочу рассказать вам, как все было», — произнес он. «А потом можете предъявлять свой ордер на арест». «Боюсь», — ответил я, — «что некая куда более высокая инстанция опередила королевское правосудие». Он хмыкнул, словно этот смертельный факт был лишь удачной шуткой. «Еще бы», — согласился он, — «верховный судья меня уже перехватил». Некоторое время он смотрел вдаль, на мохнатых хайлендских коров на далеком лугу, на вековые буки и темную, стремительную, безмолвную воду. Затем верхняя часть его массивного туловища снова обмякла в кресле. Я-то думал, что провернул хитрый трюк, но, возможно, это был замысел господа всемогущего. В общем, когда дело было сделано, я ускользнул в Бар-Харбор и поселился в отеле. Я рассудил так: мошенника обычно ищут там, где водятся мошенники, а джентльмена — там, где собираются джентльмены. И я решил поменять правила игры. Я обзавелся неброской, приличной одеждой. Стал немного прихрамывать, чтобы все думали, будто я просто не в форме для игры в гольф, и помалкивал. Я просто сидел на виду с газетами «Нью-Йорк Таймс» и «Финансовый регистр» в руках и позволял дням идти своим чередом. Когда в отеле устраивали званые вечера, я неизменно присутствовал там в безупречном вечернем костюме, сидя в кресле у стены, а после полудня прогуливался по прибрежной тропе ради легкой разминки. Я напускал на себя слегка скучающий вид, чтобы соответствовать местным приличиям. Но скучно мне не было. Я наблюдал нечто совершенно новое для себя и с каждым днем понимал это все лучше. Я видел, что эта публика действительно живет по тем высоким стандартам, которые почти все остальные люди, виденные мною раньше, лишь пытались изображать. В этом и заключалась разница, как я вскоре сообразил. Он вскинул руку в странном, но очень выразительном жесте. «Не забывайте, я жулик, и все это было для меня словно театр». Я принялся наблюдать за актерами. И вот тогда я увидел ее и Уэстриджа. Он пошевелился в кресле. Она приехала туда со своей старенькой, увядшей бабушкой, которая без конца читала романы, курила сигареты и при этом оставалась истинной леди. И вот здесь-то эта порода людей проявляет себя во всей красе. Они не опускаются, даже если позволяют себе вещи, из-за которых у другой публики глаза на лоб полезли бы. Он снова откинулся на спинку кресла. Ну так вот. Я стал наблюдать за ней и вашим англичанином. Я смотрел, как они танцуют в отеле, катаются верхом, играют в теннис в казино, я никогда раньше не встречал таких людей. И довольно скоро я кое-что смекнул. Этот джентльмен Уэстридж пытался купить девушку, но при этом жутко не хотел за нее платить. Он заглатывал наживку, но держал леску крепко зажатой в кулаке. Я раскусил его план. Если бы ему удалось ослепить ее и заставить выйти за него замуж, она получила бы от него только стол и одежду. Единственное, что было ему по-настоящему дорого и близко к сердцу, это его собственные деньги. «Все только для меня», вот и весь его девиз. Он продолжал говорить без единой заминки. И я стал размышлять об этом. Этому недоноску Уэстриджу было уже 40 лет, он бы никогда не изменился. А девочка была в том возрасте, когда все, чем он перед ней козырял, казалось ей романтичной сказкой. Он мог победить, и если бы это случилось, ее жизнь превратилась бы в сущий ад.
Я мысленно просчитала эту историю до самого конца. Он пошевелился в кресле. Я частенько сидел там, просто смотрел на нее, и внутри у меня все леденело. Дьявол вовсю трудился здесь точно так же, как и в каком-нибудь злачном квартале Тендерлейн. Тут он работал по более высокому разряду, но это была лишь другая дорога, ведущая в тот же самый старый ад. Как ни приукрашивай ситуацию, это все равно было бы то же самое, что бросить небесного ангела на растерзание волку. И я сказал себе, его не переиграешь. У дьявола заготовлены ловушки под любой расклад. Он приподнялся на своих огромных руках и повернулся ко мне всем телом. «А теперь скажите», — произнес он, — «какая разница, как именно ты губишь женщину? Когда работа сделана, разве результат не один и тот же? Если ты растягиваешь это на добрый десяток лет и убиваешь в ней все хорошее, щедрое и прекрасное своей мелкой, презренной, эгоистичной подлостью под прикрытием официального разрешения от священника, разве ты не губишь ее точно так же, как если бы продал в публичный дом? И разве мотив не один и тот же, все только для меня, и черт бы побрал эту мнимую разницу? Я вам говорю, он крепко сжал подлокотники кресла своими огромными руками, это дело начало по-настоящему выводить меня из себя. Ее отец, юрист с юга, умер. Из родни у нее оставалась только старенькая бостонская бабушка, я слышал, о чем болтали женщины, а денежки у них подходили к концу. Ваш ненаглядный англичанин играл по всем правилам, безупречно просчитывал каждый шаг, и он намеревался заполучить ее. Я это видел. Она стояла перед стойкой администратора отеля со счетом, который клерк кладет в твой ящик в конце недели, когда его огромный автомобиль с фырканьем подкатил к деревянным ступеням. Ваш драгоценный Уэстридж все понял, и на его лице расползлась ухмылка. Это была та самая старая ухмылка, которая всегда сопутствует подобным дельцам, я насмотрелся на нее у каждого из них. И это все решило. Его голос стал холодным, ровным, похожим на металлический щелчок. «Ну что, мой маленький джентльмен», — сказал я тогда сам себе, — «мы еще посмотрим, выгорит ли у тебя это дельце». Вот прямо сейчас в игру вступает Алиби Эл и ставит на кон все свои синие фишки. Я поднялся, сложил газету и сделал круг по веранде, делая вид, будто разминаю свою больную ногу, а затем потихоньку направился к модной церкви, что расположена как раз напротив библиотеки. Я переступил порог и вошел внутрь. Он сделал паузу, и его голос вернулся к прежнему тону. Понимаете, мне нужна была небольшая помощь в этом деле. В нем оставался один важный незавязанный узел. Я вошел и сел на скамью. Там было сумрачно и тихо, и я сразу перешел к делу. Я не стал тратить время на вводные молитвы из богослужебных книг. Я изложил суть напрямую самому главному. «Значит так, босс», — сказал я, — «имеет ли беспомощная маленькая девочка хоть какое-то влияние на тебя, или все это пустая болтовня? Потому что я собираюсь проверить тебя на деле. И если то, что проповедуют твои зазывалы, чистая правда, то тебе придется подкинуть мне нужный товар. А если за этим ничего не стоит, то правительству следовало бы прикрыть лавочку за мошенничество. Я собираюсь тащить этот воз с одного конца, так что ты уж потрудись на другом». После этого я вышел. В тот же вечер я отправился повидаться с ненаглядным Уэстриджем. Они ездили на ужин к пруду Джордан и вернулись рано. Уэстридж остановился не в отеле, он гостил у Листерфилдов, в огромном доме из серого камня, выходившем окнами на море. Дворецкий проводил меня внутрь. В доме никого не было, кроме Уэстриджа. Сами Листерфилды уехали в Ньюпорт. Он удивился, увидев меня, ничего не понимал.
Мы ведь никогда не пересекались в высшем обществе. Но это была Америка, где могло случиться все, что угодно, даже то, что к тебе с визитом приходит человек, которому тебя никто не представлял. Говорящий прервался, чтобы поправить положение одного из своих колен, он приподнял ногу руками. Я не стал ходить вокруг да около перед господином Уэстриджем. Я сразу перешел к тому, что должен был сказать. Мой образ был таков: друг отца этой девушки, грубоватый старый бизнесмен с Запада, манерам не обучен, а на тебя мне вообще наплевать. Простая схема, понимаете, как раз то, чего ваш англичанин и ожидает встретить в Соединенных Штатах Америки. Он держался в высшей степени официально, как вы бы сказали, но алиби Элла этим было не смутить. Я уселся так, словно весь дом принадлежал мне, и небрежно махнул ему рукой. Я сказал себе: ты всего лишь мелкий скряга. Становись в очередь и получай, что заслужил. А вслух я произнес вот что. У морковки есть кое-какие активы, и они сгорят почистую, если их не покрыть. Так ее прозвала молодежь, потому что ее и сине-черные волосы на солнце отливали дивным медным блеском. Он выглядел сбитым с толку. «Что именно вы имеете в виду?» — спрашивает он. Я не обратил на него никакого внимания. Я продолжал говорить так, словно он не проронил ни слова. Женщины ничего не смыслят в делах, она же вот-вот все потеряет. «Что потеряет?» — спрашивает он. «Отвратительно, как нынче воспитывают девчонок», — говорю я, все так же игнорируя его вопросы. Эти стальные магнаты сбивают цены, ее брокер телеграфирует, чтобы она прислала средства для покрытия маржи, а она просто притыкает телеграмму к зеркалу, чтобы не забыть написать ему на следующей неделе. Вы можете себе такое представить? Я видел все, что творилось у него в голове, ясно, как в кино. Этот образ старого друга семьи, без манер, которому на все плевать, сработал безотказно. Но были и еще два крючка. Оказалось, что у девушки есть какая-то собственность, о которой он не знал, и что друзья семьи, вроде меня, пришли обсуждать это именно с ним. А почему? Потому что с нашей стороны дело считалось решенным, она пойдет с ним под венец. Это была первая достоверная информация, которую он получил, и она его воодушевила, точно так же, как меня воодушевило то, что она, оказывается, держала его на коротком поводке, не давая никаких обещаний. Теперь он выпрямился и стал сама любезность. Да», — говорит он еще не расслышал имя, под которым я играл свою роль. Я рявкнул на него так, что он чуть не подпрыгнул. «Джонсон», — сказал я, Алонзо Джонсон, город Канзас-Сити. «Совершенно верно, мистер Джонсон», — быстро произнес он, почти извиняющимся тоном. «Полагаю, нам нужно обсудить некое деловое предприятие?» Он заглотил эту наживку легко и непринужденно. Понимаете, это было очень похоже на то, как ведут дела в его краях. Старый дядюшка или семейный поверенный наносит тебе визит, когда мамаша решает, что между молодыми людьми все уже более-менее ясно, и начинает подсчитывать денежки. Моя легенда была достаточно близка к истине, чтобы он в нее поверил. Он знал, что у девушки нет родственников-мужчин, так что старый друг семьи вполне годился на роль ближайшего родственника, как пишут в сводах законов. Здоровяк сплел пальцы рук, положив их на подлокотник кресла. Так вот, как я и говорил, он с готовностью принял правила игры и почувствовал себя в своей тарелке. Он тоже в ответ назвал ее «морковкой», это было сродни тому, как говорят «благословите, папаша, теперь она наша», и он начал ухмыляться. Клянусь душой дьявола, приятель, мне стоило огромных трудов удержаться и не пнуть его.
Я хотел выдернуть его из кресла и размазать по всей мебели в этой комнате, но мне приходилось сохранять непроницаемое лицо. Он подскочил, достал коробку сигар и небольшую пепельницу, полную спичек, и пододвинул их ко мне через стол. Я взял одну сигару, откусил кончик, чиркнул спичкой о подметку ботинка, прикурил и продолжил. «Это остатки всего, что у нее было», — говорю я, — «и они могут вот-вот уплыть». Он прекрасно разбирался в бизнесе и мигом уловил суть. «Вы хотите сказать», — произнес он, — «что ее поверенный вложил ее состояние в маржинальные акции, а рынок падает?» «Именно так», — говорю я, — «только она сделала это сама, по наводке кого-то из своих шикарных друзей». «Как это необычно!» Пискнул он, его голос сразу стал тонким, как только дело коснулось денег. «Это надежные акции?» «Еще бы», — отвечаю, — «это одна из 6 самых надежных компаний». А сам понятия не имел, сколько там всего надежных. «Но почему же цены падают?» Его голос взлетел вверх, прямо как у запевалы в церковном хоре. «Стальные магнаты намеренно сбивают их», — говорю я. Это он понял и принялся задумчиво поправлять свои маленькие напомаженные усы. «Именно так», — пропищал он, — «именно так». Затем он повернулся ко мне всем корпусом. «Ара, мистер Джонсон», — произнес он, — «полагаю, у вас есть какой-то план на этот счет?» «Какой еще план?» Говорю я, позиции нужно срочно покрыть. Еще один день такого прессинга на рынке, и цены упадут ниже ее критической отметки. Ара, именно так, он был холоден и спокоен, как бокал с ледяным напитком. Вы, надо понимать, намерены сами внести залог для покрытия маржи? Я наклонился над столом и выпустил целое облако дыма прямо ему в лицо. «Конечно!» Рявкнул я, если сумею быстро раздобыть $50 000. Он поспешил уклониться от дыма. «Это очень крупная сумма денег», — говорит он. Я вальяжно развалился над столом и продолжал дымить на него, поучая как строгий дядюшка. «Крупные деньги». Пророкотал я, словно едва сдерживая смех. «А вы хоть знаете, сколько у морковки поставлено на карту?» На это он ничего не ответил. Я и сам знал, что он промолчит. «Где конкретно вы рассчитываете получить эти деньги?» Спрашивает он. Тогда я заговорил более спокойно. «Ну, — говорю, — я подумал, что, может быть, мы могли бы собрать эту сумму вместе». Ему жутко хотелось спасти для себя это вымышленное состояние, чтобы оно досталось ему вместе с девушкой, но при этом он желал, чтобы весь риск взял на себя кто-то другой. Я прекрасно это понимал и продолжал окутывать его дымом. Я буквально нависал над столом и выдыхал дым прямо ему в лицо. Он пытался увернуться, а я следовал за каждым его движением. Это доставляло мне истинное удовольствие. Раз уж я не мог просто плюнуть в этого мелкого скрягу. «Теперь послушайте меня, мистер Уэстридж», — говорю я, — «не забивайте себе голову ерундой. Я не собираюсь заставлять вас рисковать. Весь риск я беру на себя. На самом деле никакого риска и нет, эти акции обязательно взлетят обратно. Они вырастут до небес, как только стальные магнаты сгребут все, что могут урвать. Но какой бы риск ни существовал, я буквально выплюнул эти слова ему в лицо, он будет моим. Я предоставлю обеспечение, а вы достанете мне деньги завтра к полудню.
Я уже почти полностью перелез через стол и не дал ему вставить ни одного вопроса. Я вытащил из кармана большой конверт и эффектно выложил перед ним его содержимое. Он тут же удивленно пискнул. «Боже мой!» — говорит он. «Откуда это у вас?» «Ну», — ответил я, — «Лондон для нас — огромный рынок сбыта. Нельзя же торговать с англичанами и не брать их ценные бумаги, верно?» Тот малый, чье имя стоит на этих бумагах, оставил их мне в качестве залога, точно так же, как я оставляю их вам. Их здесь 14 штук. Разве они не покроют 50 тысяч долларов? Он разложил сертификаты по столу и принялся бережно перебирать их пальцами. Это было похоже на то, как старьевщик прикасается к любимому золоту. «А!» Его голос дрогнул от волнения. «Да, вне всякого сомнения. По рукам. Говорю я, держите их у себя, пока я не вернусь с вашими деньгами, и приготовьте мне наличные завтра до полудня. Разве вам не нужна расписка?» Спрашивает он. Я небрежно махнул рукой, показывая, что это сущие пустяки. «Все в порядке», — говорю я, — «мне не нужны никакие обещания на этот счет. Но есть одна вещь, в которой вы действительно обязаны мне поклясться». Я бросил сигару в камин и уселся поудобнее. «Вы должны пообещать мне, что никогда и ничего не скажете об этой морковке, да и вообще кому бы то ни было. Это останется строго между нами». «Она девушка гордая и ранимая», — добавил я. «Эта тайна должна уйти с нами в могилу, что бы ни случилось». «По рукам?» Мы скрепили уговор рукопожатием, и я ушел. На следующий день до 12 часов он прислал мне банковский чек на Нью-Йорк на всю сумму. Так я выиграл этот раунд. Предполуденное солнце освещало террасу серого каменного дома, где этот огромный человек, парализованный до пояса, говорил, сидя в своем кресле, и шаг за шагом раскрывал тайну, которая до сих пор покрывала его исчезновение из мира живых. Это была поразительная история, и мне хотелось зафиксировать ее в мельчайших подробностях и с абсолютной точностью. «Значит, это была выдумка?» — спросил я. «Все это ваше объяснение Уэстриджу?» Он посмотрел на меня с каким-то изумлением. «Конечно», — ответил он. «Я все это сочинил». «И в этом не было ни единого слова правды?» «Ни единого слова», — подтвердил он. «Неужели вы не понимаете? Это была наша маленькая игра, которую мы с Господом Всемогущим затеяли на стороне. Вы ничего не знали о делах этой девушки?» Все это казалось мне совершенно невероятным. «Именно так», — ответил он, — «вообще ничего, кроме того, что ее отец, юрист с юга, умер, а мелкие монеты стали для них иметь значение». Ну и, конечно, я видел эту подлую игру господина Уэстриджа. Это был абсолютно слепой пул, в котором не участвовал никто, кроме меня и Господа Всемогущего. Я не удержался от комментария. «Похоже, в самом дебюте он вам неплохо помог». Здоровяк тяжело повернулся ко мне. «С этим недоноском Уэстриджем?» В его голосе прозвучала глубокая ирония. Чтобы справиться с ним, мне никакая помощь была не нужна. Это были задачки для первого класса. Самые большие трудности ждали меня впереди. С девушкой. Сам собой вырвался у меня вопрос. «Нет», — ответил он, — «это тоже была моя забота». «Вы слушайте. Я как раз к этому подхожу.
Я искал возможность застать девушку одну, и около 4 часов дня мне улыбнулась удача. До этого стоял туман, но потом он немного рассеялся, и она пошла на прогулку. Она двинулась по тропинке вдоль моря в сторону Кромвель-Харбор, а я пошел за ней. Там, где тропа заканчивается у самой гавани, она повернула обратно, и прямо перед большим домом, который в том сезоне еще не открывали, я ее встретил. Я остановился прямо посреди тропинки. «Барышня», — сказал я, — «могу я поговорить с вами минуту?» В ней не было ни капли фальши. Она была чистой, искренней и ничего не боялась, словно ангел Божий. «Конечно», — ответила она. «В чем дело, сэр?» «Это касается одного долга, который я должен вернуть вашему отцу», — говорю я. Она посмотрела мне прямо в лицо. «Вам лучше обратиться к душеприказчику моего отца, господину Льюису», — произнесла она. «Я ничего не смыслю в делах». «Это не деловой вопрос», — возразил я, — «это вопрос чести». «Могу я пройтись с вами пару шагов?» «Ну что ж, да», — ответила она, — «если хотите». Огромный мужчина завозился, устраивая свое грузное тело в кресле. «Я кое-что смыслю в историях», — продолжал он. «Мне частенько приходилось сочинять их так, чтобы присяжные верили, и я выложился на полную, пока ковылял рядом с ней. Я не всегда был богат, говорю я. В 80-х годах я оказался на самом дне, без гроша в кармане, и уже собирался совершить поступок, который полностью погубил бы меня, когда, видит Бог, мне повезло, я встретил Гарри в Луисвилле. Я слышал, как старухи называли ее отца Гарри, так что у меня была хоть какая-то зацепка. «Эл», — говорит он мне, — «в чем дело?» Должно быть, все было написано у меня на лице. Я был совершенно сломлен и все ему рассказал. Он внимательно выслушал, а потом похлопал меня по плечу. «Старик», — говорит, — «малая сумма денег тебе все равно не поможет. Я достану тебе $50 000, а ты ступай сегодня на ипподром и выбери лошадь победителя». Я пытался отказаться. Мне не хотелось проигрывать его деньги, ведь я вообще не отличала одну лошадь от другой. Но он только рассмеялся и продолжал хлопать меня по спине. «Новичкам везет», — говорит. «Где твоя смелость, Эл?» Ну и я выбрал того огромного жеребца Деркума, о котором никто никогда и не слышал, с шансами 5-1, и он пришел первым с огромным отрывом. Я хромал по прибрежной дорожке, ковырял тростью гравий и говорил, глядя себе под ноги, словно боялся, что воспоминания ускользнут от меня, если я не буду предельно осторожен. Девушка молчала, и я продолжал. Гарри слушать не хотел о выигрыше. Он забрал свои $50 000 и буквально выставил меня из комнаты. Я шел дальше, все так же глядя себе под ноги. И это спасло меня дважды, потому что то, что я собирался сделать, погубило бы меня навсегда. Мой голос опустился почти до шепота. После этого я больше никогда не видел Гарри, говорю я, вплоть до вчерашнего вечера. Она резко остановилась, а я прошел вперед еще на шаг или два. «Моего отца?» — переспросила она. «Да», — говорю я, не поднимая глаз, — «Гарри, точно такой же, каким он был в то утро в Луисвилле, только лицо его было омрачено тревогой». И тут я повернулся к ней, словно решив полностью излить душу. У меня и слезы навернулись, и голос вовремя перехватило, и поверьте, это была не просто игра на публику перед присяжными. Мне всем сердцем не хотелось, чтобы этот сущий ангел достался на растерзание недоноску Уэстриджу. Это переворачивало мне всю душу. «Теперь, барышня», — сказал я, — «вы просто обязаны помочь мне исправить эту несправедливость. Я ничего не знаю о ваших делах и знать не хочу».
Но вы должны взять эти самые деньги и рискнуть ими в каком-нибудь деле. Она закачала головой, и для меня наступил тяжелый час. На протяжении всей этой прибрежной тропы, пока туман то накатывал, то рассеивался, я ни на шаг не отступал от нее, упрямо гнул свою линию. Я твердил, что старый богат, что деньги для меня — ничто. Что у меня нет ни единой родной души на всем белом свете. Что я не смогу забрать богатство с собой в могилу и не смогу явиться к Гарри на том свете с этим висящим над душой долгом. Смилуйтесь. Имейте сострадание. Вот как я ее обрабатывал. Я умолял ради собственного спасения, и это был единственный довод, который мог ее тронуть. Но что же мне делать с этими деньгами? Спросила она, наконец, с каким-то странным колебанием. «Я скажу вам об этом сегодня вечером», — ответил я. Огромный детина заметно расслабился, словно само воспоминание об этом моменте потребовало от него колоссального напряжения сил. «На этом моя часть задачи была выполнена», — продолжил он. А после обеда, когда уже начало смеркаться, я доковылял до церкви. В руке у меня был последний номер финансового регистра. Я остановился в дверях. Церковь была заперта, внутри царила темнота, но мне и не нужен был свет для того дела, ради которого я пришел. «Босс», — говорю я, — «остальная часть этой работы теперь на тебе. Я собираюсь открыть этот журнал прямо здесь, в темноте, и первое же предприятие, которое окажется прорекламировано в самом верху правой страницы, и будет тем самым делом, куда я велю ей вложить монеты. Внимание, говорю, поехали». Я перевернул страницу, закрыл журнал и отправился обратно в отель. Он снова сделал паузу. Когда я открыл журнал при свете, меня едва удар не хватил. Там была реклама какого-то канадского золотого рудника, настолько подозрительная, что на буквах, казалось, чешуя росла. Но я сказал себе, это уже забота босса, вырезал объявление, вложил его в конверт вместе с чеком и оставил для нее на стойке администратора. Он помолчал. На следующее утро я незаметно уехал. А через 8 месяцев меня свалила эта зараза. Еле живой я добрался до Англии, попросил ее укрыть меня, пока я буду умирать, и она поселила меня здесь. И эти золотые акции, заметил я, надо полагать, принесли ей целое состояние. В его голосе на мгновение снова вспыхнула былая энергия. «Эта контора оказалась настолько гнилой», — ответил он, что генерал-губернатор Канады созвал всех пострадавших вкладчиков на специальную конференцию в Монреале. В этот момент я услышал доносившийся издалека звук автомобиля, въезжавшего в ворота парка. Огромный паралитик тоже услышал его, и его внимание тут же переключилось с меня на роскошный лимузин цвета каретного лака, который останавливался в конце аллеи вековых буков. Я посмотрел туда же, куда и он. Девушка, которой помогали выйти лакеи, ступила на аллею, сплошь устланную желтыми осенними листьями. Даже на таком расстоянии ее невозможно было с кем-то перепутать. Ее очарованием и красотой восхищалась вся Англия. И в то же мгновение, словно перед глазами пронеслась вспышка, я вспомнил живописный портрет, висевший в огромном особняке на Беркли-сквер. Тот самый портрет, с которого этот человек сделал свою испорченную фотографию. Портрет юной девушки, сидящей в старинном кресле, без единого украшения, если не считать кусочка нефрита на шнурке вокруг шеи. «Это же молодая герцогиня Харлингем», — произнес я. Сидевший рядом со мной здоровяк тщетно пытался приподняться, его голос взволнованно задрожал. «Еще бы!» — выдохнул он. Господь всемогущий не подвел меня. Когда она приехала на ту конференцию в Монреаль,
он устроил так, что молодой Харлингем оказался на том же самом месте. Прекрасный, честный, чистый парень, каких свет не видывал. Это была любовь с первого взгляда. А теперь он сделал широкий жест рукой, словно охватывая взглядом нечто безграничное. Теперь ей принадлежат все эти поместья в Англии и все те миллионы Рокфеллера, которые остались от родственников его матери. Девушка, сияющая как прекрасное видение, приближалась к нам по ковру из золотых буковых листьев. Я поспешил задать последний вопрос, то самое, ради чего я проделал весь этот путь. От мысли об аресте я уже отказался. Этот человек умирал. Что вы сделали с именными облигациями, которые забрали, когда взломали сейф британского посольства в Вашингтоне в ночь перед отъездом в Бар-Харбор? На них стояло имя лорда Давдейла, и их невозможно было сбыть. Все обмякшее тело этого немощного человека потянулось навстречу приближавшемуся видению, словно к божеству. До меня донесся его голос, запинающийся от смертельной усталости. Это то самое барахло, которое я оставил у Эстриджу под залог тех 50 000. Ступайте и отберите их у него.